Всем привет! Будем наносить мы сегодня с вами декоративную штукатурку в туалете. Туалет — это не просто туалет, это место, где можно спрятаться от если большая семья, да, спрятаться там, какие-нибудь кроссворды поотгадывать, загаситься — это такое место уединения. И даже должно быть здесь тоже красиво. Тоже красиво, как и везде. Давайте будем наносить. Сантехнику мы не убираем, она у нас останется. Я могу вам что еще сказать. Здесь мы наносим штукатурку декоративную только для вас. В последующем это все у нас зашьется. Мы просто для того, чтобы показать вам, как нанести штукатурку в туалете, мы ее сейчас нанесем. Остается унитаз, мы его закроем пленкой, чтобы потом не отмывать от грунтовки, штукатурки и так далее. А раковина у нас останется на месте, потому что здесь кирпичная стена. Тонкую пленку используем, отрежем сколько нужно. У нас сейчас под рукой оказалась пленка с лентой смолярной, но вам не обязательно такую ленту. Вам достаточно обычной тонкой пленки, копеечной. И укрываем. Вот так вот из маленького кусочка получается огромный кусок. Укрываем. Будем использовать кварцгрунт. Мы им покроем стены для того, чтобы их, в принципе, не шпаклевать особо. И чтобы поверхность была однородная и сцепление хорошее. Гипсокартон — это вещь, скажем так, для фактурной штукатурки достаточно скользкая, гладкая, без пор, без всего. Поэтому кварцгрунт очень-очень здесь не помешает. Покрываем с помощью валика. Углы с помощью кисти. Те места, где вы не хотите запачкать, можно проклеить лентой. Вот такая лента малярная для стен спасет ваши углы, двери, панелку, откосы, кто их как привык называть. CTM декор лента. И продолжаем покрывать спокойно. Там, где узко, там мини-валик подойдет. Кварцгрунт сохнет примерно часа 2, 3, 4, в зависимости от влажности, от вентиляции. От этого зависит высыхание. Что еще? О кварцгрунте мы рассказывали уже много, не хочется повторять. Перед кварцгрунтом грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Потом наносим кварцгрунт. Грунтовка, она никогда не бывает лишней. До пола максимально сколько можете, доставайте. Где-то кисточкой, где-то мини-валиком грунтуйте. Практически закончили мы уже нанесение кварцгрунта. Я хочу сказать такой момент. Сантехнику лучше снять. Это будет гораздо удобнее. Но если у вас не снята сантехника, то, значит, подлазим туда как можем кисточками, валиками с длинной ручкой. То есть нет каких-то волшебных средств, все это делается руками. Не оставляйте недоделанных мест. То есть пусть все будет и за сантехникой тоже нанесено. И вот так вот туда залазим и покрываем полностью. Если позволяет место, расстояние. А если не позволяет, значит тогда лучше снять. В конце концов, это уж не так и трудно снять. Заканчиваем покрытие и оставим сохнуть. Оставим сохнуть на 2-3 часа. После того, как полностью высох кварцгрунт, мы будем наносить декоративную штукатурку. И хотелось бы нанести сюда травертин или лофт для этого образца. Наименование декоративной штукатурки — травертин или лофт. Но мы будем наносить прованс, потому что, на унитазе стоит ведерко. Мы ремонтируем кабинет. В общем, будем наносить прованс, потому что травертина, лофта и микроцемента и так уже навалом. Давайте прованс нанесем. Пусть будет не совсем подходящий
по смыслу, наименованию эта фактура. В общем, будем наносить сначала одну стену. Для этого мы угол второй стены проклеим лентой для стен. Вот эта малярная лента для стен CTM Decor, для того, чтобы не запачкать угол, ну, не было лишних наслоений, скажем так. Проклеиваем. Удобно, что лента не белая, оранжевого цвета. Наносим штукатурку декоративную Прованс. Инструмент у нас Хельма CTM Decor. Нам нужен будет шпатель малярный и вот такая щетка. Щетка у нас тоже CTM Decor. Вот такая вот щетка декоративная. Жесткая у нее щетина. Вот такая. Так, штукатурка наносится на кельму. Она вот такая густая, фактурная штукатурка. Под нее не требуется особой подготовки. Стена должна быть просто оштукатуренная, загрунтованная. И хорошо, если она покрыта кварцгрунтом, как в нашем случае. И наносим однородный слой. Слой примерно миллиметр, я бы сказала, может быть 1,5 даже. Не тоненький совсем. Расход в данном случае у нас будет, соответственно, примерно 1,5 килограмма на квадратный метр штукатурки. То есть на туалет вам нужно, ну, образно одно ведро, потому что квадратных метров в небольшом туалете, ну, около 10. Участок можно наносить чуть больше, потому что штукатурка эластичная, у нее длительный срок высыхания. Она не застывает быстро на стене и позволяет создавать фактуру более длительное время. Так, теперь я думаю, что мы остановимся вот на таком участке. Больше наносить не будем, потому что вы должны видеть, как соединяются между собой участки. Теперь мы возьмем вот такую щетку. Мы этот образец уже на своем канале наносили, но он был на небольшом планшете, на маленьком образце. Вот эту щеточку мы немножко берем угол вот так. Ну, то есть немножко наклоняем. И вот так тампуем дырочки. Диагонально. Можно где-то прислонять полностью. Можно немножко процарапать. Вот так наносим. Щетку можно поворачивать. Вот эти переходы от кельмы, пусть они так и остаются. Мы не будем над ними пыхтеть. Мы их оставим. Наносим следующий участок. И прям вот так, пока сырой верхний, мы наносим вниз и соединяем, пока сыро. Эффект мокрого края. В данном случае я нанесу уже до пола. Чем гуще будет слой штукатурки, тем явно выраженнее будет виден рисунок. Вот эти дырочки, которые мы с вами щеткой формируем. Но чем гуще будет слой, тем выше будет расход. Также это надо понимать. Поэтому смотрите для себя, какие вам нужны результаты. Нужен ли вам жирный слой и явная такая фактура или нет.
продолжаем. Вот вы здесь закончили, и прямо отсюда продолжаем. Где-то пусть будет уже, где-то шире. И здесь также. Вот у вас полоса с темповкой, с дырочками. И вы продолжаете. И заканчиваем эту стену. Также наносим декоративную штукатурку ровным слоем. Около угла у нас получается вот так. Соединяем два участка, пока они сырые, пока предыдущий не высох. У вас есть уже здесь дырочки нанесены? Мы можем прямо на них наносить. То есть тут сыро, тут можно еще поправить все. Поэтому соединяемся спокойно. Самое трудное, наверное, для нанесения это кухня, коридор и санузлы. В комнате всегда легче, потому что там 4 прямые стены чаще всего. А вот как раз санузлы, коридоры, там какие-то окна, двери, какие-то трубы на кухне, какие-то раковины, я не знаю. Ну, то есть это самое трудное, наверное. Так, ну что, возьмем щеточку снова. Доделаем вот эту линию. Доделаем вторую. И можно сделать новую. И заканчиваем последний участок. Точно так же щеткой сформируем дырочки. И завершающий маневр с помощью щетки жесткой доделываем дырочки. Тамповка. Ну да, тамповка. Оставляем сохнуть немножко, минут на 40. Примерно минут через 40 мы к ней вернемся и будем ее доделывать. Подсохла штукатурка, прошло минут 20-30, прошло минут. То есть она еще сырая. Вот смотрите, я вам покажу. Вот, видите, она сырая. Но она уже не блестит. То есть в ней нет влаги. Влага начинает испаряться. И мы должны вот и в этот именно момент ее пригладить. Чистая кельма влажная, тряпочкой протираем. И плоскостью кельмы приглаживаем вот эти вот ершистости. Вот. Приглаживаем. Палец пусть останется. Я уже говорила, по-моему, да, что мы собираемся эти стены все зашивать. И видео здесь снимается только для вас.
только для того, чтобы вам показать. Мы это не оставляем для себя. Поэтому и наношу я не до потолка, а наношу только на высоту руки вытянутой. Вот. Еще. Белый цвет, конечно, виден плохо. Ничего тут не поделаешь. Но если бы он был темный, то эффект немного другой. Вот смотрите, видите? Острые края, и они приглаживаются влажной кельмой. Вот. И перестают быть острыми. Штукатурка становится более гладкая. Можно было бы и еще немного подождать высыхания. Когда вы приглаживаете, старайтесь вот этот вот край чуть-чуть приподнимать, чтобы не царапать. Вот видите, приглаживается. И вот так вот вам нужно всю стену пригладить, в том числе вот эти переходы, вот эти, вот. Приглаживаем, чтобы они были не острыми, а гладкими. Чтобы не шкурить далее ее, она у нас будет готовая к финишному покрытию. Приглаживаем. Пяточку у кельмы немножко приподнимаем. И кельму все время протираем влажной тряпкой. Там, где слой тоньше, она сохнет быстрее. Штукатурка имею в виду. Штукатурка сохнет быстрее. Поэтому старайтесь равномерный слой примерно выдерживать. Это в итоге будет симпатично. Не смотрите, что тут где-то полосы, где-то что-то. В данном случае главное не пропустить момент, когда штукатурка высохнет. Если она высохнет, то будет уже очень трудно ее приглаживать. Я могу выровнять местами, видите? То, что не нравится. То есть она еще полусырая, и можно ее где-то что-то поправлять. Мы пригладили часть, и нам где-то что-то не нравится. Мы хотим местами добавить вот эти вот точечки, полосочки. Добавляем. Штукатурка еще сырая, ее можно видоизменять, исправлять. Добавляем там, где нужно. Или где хотим спрятать какие-то, может быть, дефекты. Или, может быть, ширину полосы изменить. И вот так вот добавляем. И прям сразу же, не дожидаясь, можно пригладить. Вот, видите? И уходят вот эти острые края. С помощью кельмы мы их приглаживаем. Доделываем так всю стену. И оставляем полностью сохнуть на сутки. Высохла полностью наша штукатурка. Что мы делали? Мы проклеивали перед нанесением штукатурки вот этот угол. Когда мы штукатурку декоративную нанесли, ленту мы сняли, пока штукатурка сырая. И теперь мы будем ее окрашивать и снова проклеим угол. Покрывать мы будем воском вот таким. Воск база. Мы его заколеровали. Ну, вернее, он был у нас. Мы его будем использовать. Вот такой цвет колерованный. Для того, чтобы начать покрывать, у нас с собой рядышком валик, кельма и губка, на всякий случай. Пусть рядышком будут все эти инструменты. Я думаю, что можно сделать так. Мини-валиком наносим воск, раскатываем его по поверхности вот так. И готово.
И так и оставляем. Красиво. В поры, в углубление воск должен попадать. То есть мы покрываем полностью всю поверхность. Не дожидаясь высыхания, сделаем вот так. Кельмой снимем излишки воска. Вот таким образом. Воск — это не краска, он не должен ложиться равномерно по стене, он должен быть где-то гуще, где-то меньше слой его. Смотрите, мы как бы сдираем излишки и разгоняем их туда, дальше, там, где еще не покрыто. Вот. Продолжаем наносить валиком дальше слой. Точно так же, как мы наносим штукатурку декоративный, эффект мокрого края. И здесь то же самое. Воском мы покрываем точно так же. Не нужно окрашивать всю стену, а потом подходить к нему с кельмой или с губкой для того, чтобы растереть. Он тоже имеет свойство высыхать. И если воск высохнет, то вы уже его не поправите. Поэтому кельмой растягиваем воск, пока он сырой. Пока он не высох. И точно так же кельмой растягиваем. Для чего может пригодиться губка? Губкой можно также снимать излишки, если нужно. То есть вот, берем и снимаем губкой. Но получается немного иначе. Я считаю, что кельмой легче. Но иногда губка тоже может пригодиться. В некоторых случаях. Мы покрыли, у нас все полностью покрыто. Где-то некоторые места нас не устраивают. Мы с помощью губочки, можно влажной, немножечко еще подрастушуем. То есть где-то лишнее убрать. Где-то что-то поправить. И все. В дальнейшем мы оставим этот воск сохнуть полностью. Ну, скажем, давайте на сутки оставим. Ленту мы снимаем сразу, пока сыро. А также мы в следующем видео нанесем вот эту стену и покроем двухкомпонентным лаком обе стены одновременно. А в данном случае это все. Смотрите, если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока!